Анализ верхнего отдела шейного позвоночника, шейных позвонков. Выделены позвонки, первые три позвонка. Мы должны выбрать, относительно какой системы координат мы рассматриваем эти позвонки. Обычно это франкфуртская горизонталь. И мы можем оценить поворот верхних трех позвонков относительно плоскости симметрии. Мы видим, что в данном случае повороты незначительные весьма. И повороты позвонков относительно друг друга не такие уж большие. Боковой наклон шейных позвонков. Мы видим общее отклонение в 1,5 градуса. Ну и отклонение каждого из позвонков относительно, опять же, вертикальной плоскости. Такие нарушения, вот эти наклоны, они обычно отражаются вот в этом показателе, который характеризует расстояние от зуба, то есть это второй позвонок, такой выступающий зуб, к атланту. Вот тут по бокам мы видим разницу в расстояниях, что определяется разным наклоном позвонков относительно вертикальной оси, либо их поворотами. Передний-задний наклон шейных позвонков определяется то, как позвонки наклонены относительно также горизонтальной плоскости, которая является франкфуртская горизонталь, а также между собой. Они определяют в том числе и так называемую постеральную компенсацию, которая, вот чтобы определить, которую надо поставить сообразно шаблону, вот эти точки, и идет расчет вот этого угла, который может характеризовать постуральную компенсацию. Но надо отметить, что при текущем способе регистрации получения КТ, когда пациент упирается подбородком в некую значит, подставочку, либо его голова зафиксирована, то есть он находится не в свободной позе, то этим показателям, передне-заднему наклону и постуральной компенсации, не стоит слишком доверять. Необходима разработка специальной укладки пациента так, чтобы эти параметры упора, удержания головы не влияли на его свободное положение, как когда он находится, пациент, в расслабленном состоянии.